Народ, всем привет! В предыдущих видео я рассказывал вот про такие вот электрообогреватели Thermex, которые у нас подключаются по Wi-Fi к умному дому. И с их помощью мы будем организовывать себе электроотопление. Поехали! Итак, напомню, купили мы таких 4 штуки. Это у нас будут основные нагревательные элементы. На кухне, в туалете и в 2 комнатах. А в нашем зале 18 квадратных метров. Напомню, данный обогреватель 2-киловаттный, его мы будем вешать как раз таки под окошко. И в спальне, которая по площади чуть меньше, 16 квадратных метров. Точно такой же 2-киловаттный обогреватель под окно. 2-киловаттник еще на кухне и 1-киловаттник в ванной. Также мы будем использовать и старый обогреватель. Его мы тоже повесим на кухне, так как она у нас 22 квадрата. Но он будет висеть просто как запасной. Также к электроотоплению можно подключить бойлер, что мы и сделаем, и в дальнейшем еще оставим запас под электрический полотенцесушитель. Под него мы сделаем отдельную розетку. Напомню, что я подразумеваю под электроотоплением. Мы будем полностью менять электросеть нашего дома, ставить 2 счетчика и 2 тарифа. На один тариф у нас будет отопление по 4 копейки, на второй 19, как тариф с электроплитой. Чтобы это сделать, нам нужно полностью поменять ввод в дом. Для примера, вот у нас через дорогу идет основная линия, опорный столб, и в дальнейшем все это дело входит во фронтон. Берем нашу очень вместительную машину, садим в него себя, электрика, и едем закупаемся. Кучей всего. Данные трубы, кстати, длиной в 3 метра. И они ровно от ног пассажира и до заднего стекла. Даже крышка багажника закрывается. Санта-Феха – супер вместительная тачка. Потребуется очень много разного рода проводки. СИПы, внутренние провода, разного рода коробы, трубы, шланги. Выбирал и покупал все это я не сам. Со мной ездил квалифицированный специалист, который в дальнейшем все это и монтировал. Поэтому он знал, что ему нужно покупать. Закуплено было очень много всего. На все про все потрачено было около 3000 белорусских рублей. Это вот только на всю вот эту вот проводку и все эти детали. 3000 белорусских рублей это примерно 1200-1300 долларов на сегодняшний день. Мы будем использовать вот такой вот пластиковый короб для автоматов, разного рода вводные автоматы. Покупалось все не самое дорогое, не Легранды, брались ИЭКи, это средний ценовой диапазон. Брали специальные розетки, которые в дальнейшем будут опломбироваться. Под них подрозетники, тоже разного рода крепежи, переходники, всякие крепежные планки. Вот для примера сам шкаф, в котором будет располагаться счетчик непосредственно на улице. Внутренняя проводка, 3 жилы по 1,5 и разного рода маленькие проводочки, которые будут у нас идти внутри непосредственно счетчика разводиться и так далее. Вот так все это дело выглядело до того, как мы начали демонтировать счетчик в доме. Напомню, у нас был один общий счетчик по тарифу 25 копеек за киловатт, а будет 2, отопление 4, а все остальное 19 копеек. Кроме этого, было закуплено еще куча разного крепежа для проводки на улице, ведь мы полностью, повторюсь, переделываем ввод в дом, всю внешку. Итак, начинаем с проводки непосредственно в самом доме. Мы будем разводить провода здесь 3 жилы по 1,5. Сначала мы делаем отверстие в потолке и начинаем аккуратненько растягивать данный кабель. Как видим, это ВВГ ПНГ АЛС, специально не дымящиеся, 3 на 1,5 мм на 0,66 киловольта. Производство Беларусь кабель, если мне не изменяет память. Такой провод будет подведен к каждому конвектору, отдельно, к каждой розетке. И даже будет делаться еще заземление. Это обязательно, поэтому у нас 3 жилы. В дальнейшем, чтобы эти страшные черные провода у нас не торчали, мы все это дело прячем в красивые тоненькие белые короба внутри дома.
оставляем хвосты, где в дальнейшем будут крепиться розетки. И все это дело достаточно красиво выглядит. С чердака через короб мы спускаем весь этот жгут проводов. Здесь у нас будет висеть непосредственно внутренний первый щиток для электроотопления. И вот начинается сборка внешнего электрощита. Сначала просто примерка, что, куда и как разместить. Электрик все думает, собирает, пересматривает, а в дальнейшем, как определиться, что где будет размещено, так и соберет. Кстати, получилось круто, все удобно. Хорошо, когда работает квалифицированный специалист. Кроме всего прочего, у него с собой был вот такой вот классный набор. В нем есть все. Любые зажимы, болтики, проводочки и инструменты. В общем, ищите квалифицированных специалистов. Тем временем мы вешаем наши конвектора. Напомню, они могут быть не только на колесиках, но еще и на подвесах на стену. В доме, в спальне и в зале у нас стены гипсокартонные, поэтому вешаем мы их просто на вот такие вот дюбеля-бабочки. Делаем 4 отверстия, вставляем данные дюбеля, закручиваем саморезы и навешиваем на них конвектора в специальные отверстия. Благо здесь все предусмотрено. Ну, предварительно, конечно же, снимаем ножки. А тем временем наш электрик занимается сборкой внутреннего электрощитка. Этот щиток, напомню, идет конкретно на электроотопление. И как вы видите, в нем куча диффов. Все эти диффы идут на абсолютно каждую точку. Отдельный дифф, отдельная розетка. И вот пришло время снимать счетчик внутри дома. После того, как он будет демонтирован, здесь будет установлен вводной автомат. Также будет немного изменена разводка по автоматам, которые у нас существуют сегодня. И вот собран уличный электрощит. Как видим, установлено 2 счетчика, 2 вводных автомата. Внутри у нас будет еще и розетка, которая будет на отдельном автомате. И еще будет отдельный автомат, который мы оставим пустым. В дальнейшем мы к нему баньку подключим. А вот таким вот образом разведена проводка по чердаку. Все провода спрятаны в металлорукава, изолированные в ПВХ. Здесь у нас идет большой толстый металлорукав, в нем SIP-провода, которые уходят непосредственно в щиток в доме, который идет на обычную электросеть. А вот так все разведено со стороны пристройки. Точно так же весь жгут проводов уходит в то место, где у нас будет висеть щиток для отопления. Все провода абсолютно подведены к каждым точкам отдельный провод. Абсолютно все провода в металлорукавах с ПВХ-изоляцией. И нигде ничего лишнего не болтается. Все красивенько закреплено, все красивенько заизолировано. И вот так вот через стену выходит на улицу. Так выглядит внутренний щит на отопление перед пломбировкой. Как видите, все очень профессионально собрано. Оставлен запас проводов, все красиво загнуто, нигде ничего не болтается, все четко закреплено. Кроме этого, пришлось добавить второй короб, чтобы было больше пространства для проводов. А вот как изменилась внешняя проводка. Теперь вместо 2 проводов у нас сразу 4 заходят в трубу, то есть у нас трехфазный ввод на 380 вольт. Оттуда у нас выходит по второй трубе, опять же наверх столба, уже 10 проводов, 2 жгута по 5, заходят в дом, каждый к своему шкафчику. Это уже финал сборки уличного щита. Как видите, у нас все подписано, 2 счетчика, 1 на отопление, 1 общий, автоматы вводной и отдельный на отопление, розетки и так далее. Также можно заметить, что все хорошо разведено, опять же оставлены запасы на всякий случай, все красиво собрано, нигде ничего не болтается. Так выглядит финальная сборка уже непосредственно щита для отопления внутри. Вводной автомат и везде диффы.
Все красиво закрыто, опломбировано, нигде ничего не торчит. Единственное, пришлось добавить второй короб. Так было легче развести проводку, и на самом деле сильного внешнего вида это не меняет. А вот как выглядят розетки в сборе. Висит наш конвектор на стене, и как видите, рядом с ним розеточка. Конвектор из розетки выключить уже нельзя, потому что розетка опломбирована. Ставится специальный подрозетник, в него специальная розетка. Аккуратненько все это дело туда включается, закрывается крышка и ставится специальная пломба энергосбыта, которую срывать нельзя. Пломбируются абсолютно все розетки. Кстати, даже наш старый нормановский конвектор тоже можно вешать на стену, что мы в принципе и сделали. Теперь у нас все висит на стенах. Вот так это выглядит в комнатах. В зале висит на стене и в спальне висит на стене конвектор. Также рядом с ними розеточки, и напомню, что все опломбировано. Теперь данные электроприборы из розетки не выключить, но благо на них есть физические кнопки выключения. А если что-то сломается и нужно будет отвезти по гарантии, то для этого сначала нужно вызвать электрика из энергосбыта, который приезжает, описывает и открывает. Вот был снят счетчик и вместо него поставлен вводной автомат. Теперь у нас две группы автоматов, кстати, еще разделены и по фазам. Нагрузка на электросеть будет меньше. Это шкафчик разводки обычной электропроводки, в которой будут задействованы стандартные розетки. А вот так это дело выглядит у нас в ванной. Здесь у нас будет, напомню, аж 3 розетки. И все это идет по одной линии, потому что здесь потребление не очень сильное. Здесь у нас висит на 1 киловатт обогреватель, который в основном будет работать в режиме полукиловатт. 1,5-киловаттный бойлер, который будет включаться и выключаться и не работать на постоянной основе. И полотенцесушитель, который вообще не будет ничего есть. То есть там условно 0,1 или даже 0,2 киловатта. Мы его в дальнейшем повесим на стенку. Пока еще не купили. А стиралку и другие электроприборы, если понадобится, мы будем включать в наши стандартные розетки. Ведь в розетки, которые под отопление, включать больше, кроме этих описанных электроприборов, нельзя ничего. Кстати, обратите внимание, пломбируется даже пустая розетка. И в дальнейшем, когда мы захотим подключить полотенцесушитель, мне снова из энергосбыта придется вызывать специалиста, который приедет, распломбирует и опломбирует розетку обратно. Но по-другому никак. Так гласит закон. Помните, я рассказывал про умный градусник? Теперь в системе отопления он у нас не задействован, ведь у нас умные конвектора. Он будет просто показывать нам температуру. Но все это дело у нас будет цепляться также за умный датчик дыма, ведь мы будем оставлять конвектора на зиму на постоянной основе. Теперь мы можем себе это позволить. А умный датчик дыма будет отслеживать пожарную обстановку в доме. В целом, что можно сказать, почему мы выбрали именно отопление электроконвекторами, а не водянку, не водяное отопление? Все очень просто. Мы на даче не живем на постоянной основе. Мы приезжаем туда поиграться летом и пару раз в какие-нибудь выходные там, в течение холодного сезона. Изначально вложений в электроконвектора гораздо меньше. То есть на все про все, на электроконвектора и на все провода и все сопутствующие материалы для данной затеи мы потратили порядка 4,5-5 тысяч белорусских рублей. То есть, грубо говоря, это $2000. Если бы мы покупали электрокотел, отдельно батареи, потом разводили трубы, а мы хотим все это дело умное, то есть электрокотел обязательно, который управляется системой умного дома, все это стоит больших денег. То есть затраты были бы умножай на 2, а с нашим расходом это бы просто-напросто не окупилось. Поэтому вот так. Да и удобнее. Не нужно думать о том, что ты сидишь там, за 30 километров в городе, а на даче у тебя порвало трубы, и что-то где-то вылилось, работает оно или не работает, непонятно. Зато теперь я могу в любой момент с мобильного приложения открыть программу,
задать нужную температуру в доме, через 20 минут туда приехать, и там уже будет тепленько. Для этого это, в принципе, и делалось. И для того, чтобы дом не сырел в холодные зимние сезоны. Чтобы всегда можно было приехать в теплый, сухой, ухоженный домик и отдохнуть в нем. Вот такие пироги, дорогие друзья. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите наши другие видео, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!